Для чего мы приходим в эту жизнь? Видите, мы пришли не просто, да, вот в эту жизнь, мы пришли в форме человека. Вот какая особенность, видите, у нас. Мы человек, это Homo sapiens, нам дан разум, который не дан вот низшим формам жизни, они тоже души. Так, согласно, скажем, ведам, любое живое существо, жизнь это и есть душа, любая форма жизни. Но скрытая различными вот этими покрытиями невежества, да, животные, растения, это такие виды жизни, которые покрывают, душа как будто спит там, она божественна, она вечна, она так как будто спит, не понимает, не сознает, грезит, то есть в иллюзии находится, да, как в матрице. А человеку дано право выйти из матрицы, вот осознать, что это мир иллюзий, да, и осознать себя как чистую душу, осознать, что тело временно, а душа вечна. Вот для этого мы рождаемся людьми и приходим сюда. Вот. Но у нас также есть еще и биологическая природа. Мы в каком-то смысле тоже животные, потому что у нас есть физическое тело. Такое же принципиально не отличается от животных. Поэтому можем жить и как животные, по выбору уж. Можно жить как свинья, можно жить как лошадь, можно жить как собака, говорится, можно как верблюд, можно как человек. Но поэты в баснях это описывают, что можно вот по-разному прожить эту жизнь. Но в высшем смысле мы должны прожить ее для духовного осознания себя. Познать, кто я, как душа, кто я такой. Что такое духовность и вообще духовное развитие? Слово «духовность» имеет прямую связь с Богом. Обязательно. Например, когда мы жили в советском обществе, в коммунистическом обществе, там тоже понятие слова использовалось такое, духовность. Духовность использовала. Например, слушать музыку считалось духовно, классику обычно. Вот современную музыку, там, скажем, Битлз не считалось духовным, это вот что-то такое, значит, современная, вот классика, Чайковский, там, Бах, Бетховен, Моцарт, это считалось духовное времяпровождение. Строили красивые консерватории, поэтому красивые залы, там орган слушали тоже. Вот это духовно было. Сходить в музей, скажем, посмотреть живопись, духовное занятие. Или пообедать в ресторане, не дома, а в ресторане с музыкой, с обслуживанием, с культурой. Вот это все духовность. Для кого-то даже была духовность, я встречал людей, которые занимались магией. Считали, что это духовная практика. Кто-то занимался выходом из тела, как и я, считали, что это духовная практика. Вот. Но вот уже когда Гиту прочитал, Бхагавад-гиту, я понял, что духовность, это слово указывает прямо только на Бога и душу, только на вот эти две категории, да, что можно назвать чисто духовной практикой. Когда вы оживляете именно свой дух. Вот это и есть духовная практика. А душа это частичка Бога, говорится, поэтому это связано очень, духовность. Говорят, духовенство. Кто такое? Это люди обычно религиозные, да? Но не всегда религия одухотворена. Бывает, что религия материализована. Опять же, есть сложность, да? Что же такое духовность? Ну, говоря другим языком, любая деятельность, которая преследует корыстные мотивы, не является духовной. И деятельность, которая бескорыстно чиста и совершается из любви к Богу, является духовной деятельностью. Это относится к мысли, к речи, к поступкам также. Для чего вообще духовно развиваться? Это некоторое такое противоречие. Мы применяем это понятие духовное развитие, но на самом деле нужно это вспомнить. Например, когда человек спит и процесс пробуждения у него, да, наступает. Мы же не говорим, что он развивается, он просыпается. То есть у него есть все совершенства, да, он сейчас все вспомнит. Сейчас вот он проснется и сразу сам все вспомнит. Вот это и есть духовная жизнь. Мы должны вспомнить себя. Это не переносится извне, это изнутри мы должны как бы проснуться, вспомнить себя как душу. Это знание у нас в сердце скрыто сейчас. Как великий потенциал, великая тайна, к которой мы стремимся, вот ищем не знаю чего, а чего ищем, но мы продолжаем искать и ищем. Вот эта тайна, она остается. Ищу то, не знаю чего, видите. Хочу то, не знаю что. Иди туда, не знаю куда. Еще в сказке это говорится. У нас вот этот потенциал, он не дает нам спокойно жить. Мы в поиске, мы в развитии находимся. В этом смысле. Да? Науку развиваем, культуру развиваем, там законы меняем, революции, войны, перестройки, новые формации. Мы живем, видите, как сложно очень. Потому что вот в сердце вот есть этот потенциал духовный.
И, наверное, наиболее ярко этот потенциал выразился в коммунистическом обществе. Идея коммунизма была, но она не сработала, потому что была на корыстной основе, материальной основе. Она превозвысила класс рабочих, остальной класс принизила. Это как бы обратная сторона эксплуатации. Сначала эксплуатировали рабочих и крестьян, теперь мы будем эксплуатировать других, кто нас эксплуатировал. То есть, видите, поменялось только название, а эксплуатация осталась все равно. И зависть осталась все равно. То есть на материальном уровне эта концепция не сработала. Концепция коммунизма, равенства, единства, братства, любви работает только на духовной платформе. Поэтому необходимо духовное сознание, что мы все равны духовно. Материально не равны, а духовно все живые существа равны. Вот это есть идея духовного коммунизма. Вот это приведет людей к совершенству. Давайте возьмем пример. Вот человек, среднестатистический человек, развивается материально, ходит на работу и так далее и тому подобное. Существуют ли какие-то знаки, благодаря которым, обратив внимание на которые, человеку стоит задуматься о чем-то большем и пойти еще раз, наверное, повторюсь, я понимаю то, о чем вы говорите, но я еще раз повторюсь, духовное развитие. Хорошо, хорошо. Если говорить о развитии, как бы эволюции, да, эволюция духовная, можно так сказать, можно. Это эволюция сознания. Например, я сказал вначале, что занимаюсь практикой контроля чувств. Это метод. Метод для того, чтобы возвысить мысли и сознание. Если чувства не под контролем, они нас уводят постоянно в разные стороны, то туда, то сюда, прыгает, да, ум и чувства, на один объект, на другой объект, третий, не успели понять уже, переключились на другое русло, не успели почувствовать уже, в другом месте находимся и так далее. Вот это непостоянство наше внутреннее не дает нам углубиться в жизнь. То есть для счастья нам достаточно одного человека, которого мы знаем его душу. Достаточно одного человека, чтобы быть счастливым. Мы в жизни перебираем много друзей там, или жен, не знаю, кого угодно. И нам все не хватает, потому что мы переключаемся с объекта на объект, не постигнув его основательно. Также самого себя основательно не знаем, поэтому нам скучно с самим собой, нам нужно зрелище, нам нужно куда-то ходить, кто-то опять мне нужен, для того, чтобы мою жизнь как-то украсить. Да? То есть я не самодостаточный получаюсь. Это поверхностная жизнь называется, когда я требую что-то, кого-то для себя, мне всегда чего-то не хватает, хотя все есть. Вот контроль чувств помогает мне углубиться в себя и углубиться в то, что меня окружает. И оказывается, этого достаточно, чтобы быть счастливым человеку. Вот, умиротворенным и счастливым человеком. И то есть практика начинается с контроля чувств и ума. Затем пробуждается разум, будхи. А разум это вот вещь очень важная, очень важная. Разум это способность различать. Вот что хорошо, что плохо, что чисто, что нечисто. Видеть последствия того, что я делаю, что будет, если я сделаю то, а что будет, если я сделаю это. Если я живу не ведая, что я творю, это без разума означает. То есть разум не развит. И вот разум можно развивать, да. Вот душа, она совершенная, но она покрыта несовершенным разумом, так? Несовершенными чувствами. И вот совершенствуя чувство и разум, я могу постепенно и в душе, а почувствовать и душу при помощи этого разума данного мне, да, себя осознать уже, так сказать, вот этим инструментом человеческого разума, развитым. Развивать должен его сам, ища хорошее общение, скажем, да. У нас же относительно все. Для кого-то это чисто, для кого-то не чисто. Для кого-то вот это вкусно, для кого-то отвратительно. Это говорит хорошо, а другой скажет это плохо. И как определить, да? Что такое хорошо, что такое плохо? Маяковский писал об этом. Как же это определить? Вот для этого существуют заповеди, к которым нужно стремиться. Допустим, насилие всегда плохо для всех. Это абсолютная истина. Для всех плохо насилие. Да? Для меня плохо, не трогайте меня, не бейте меня, не надо меня резать ножом, не надо стрелять в меня. Ужас я испытываю, плохо. Это каждый скажет. Любовь для всех хорошо. Добро для всех хорошо. Милосердие хорошо. Прощение хорошо. Служение хорошо, господство, эксплуатация плохо. Видите, есть критерии, оказывается. Но их нужно понять очень тонко. Мы эти критерии знаем. Но нужно очень тонко. Возможно ли прожить эту жизнь без насилия? Мой вопрос будет.
Оказывается, если мы даже хотим, невозможно. Я же все равно есть должен кого-то. Ну, хорошо, даже вегетарианец все равно должен есть зерно, овощи. Это тоже живое, не так ли? Так как же, вот могу ли я без насилия, да, вот как этот принцип применить? Не убивай, да, никого не убей. Ну вот мы должны дойти до этого понимания, как жить без насилия в этом мире. Вот это уже совершенство разума. Пища должна быть освященная, Веда говорится, предложенная Богу. Тогда вы не совершаете насилие на ней. Это целый механизм. Нужно науке сейчас заняться, объяснить, что происходит, когда пища освящается, и как она влияет на наше сознание. Но это факты. Факты, так же, как для меня факт, что я выходил из тела и убедился, что жизнь вне тела продолжается, смерти нет, умирает только тело. Также для меня факт, что освященная пища, она просветляет наш разум. Она проникает в сердце. А обычная пища нет. Обычная пища, говорится, мы едим карму, грех. Все равно это насилие, да? Но вот когда мы предлагаем эту пищу Богу, освящаем ее таким образом, то Он как бы принимает нашу любовь и становится ответственным за убийство этой пищи. Понимаете? Он как бы очищает ее. Он способен, да, очистить любую скверную. И вот эту пищу освященную, когда мы едим, мы уже не совершаем насилие. Вот это метод ведический, древний. То есть освященная пища известна во всех традициях духовных. Во всех. Все так или иначе что-то слышали об этом. Сегодня мы прям акцент делаем на этой практике, что каждому из нас будет хорошо заняться этим. Готовить пищу дома, то, что вы готовите. И обязательно освящать ее, предлагать Богу. Не ешьте неосвященную пищу.